Я очень люблю серию Grid, особенности первой от студии Codemasters, однако после его выхода была куча сиквелов, и сейчас серия переживает не лучшие времена. Всем привет, ребята, сегодня мы поговорим о новом Grid Legends и то, о чем стало известно на данный момент. Grid Legends обещает предложить более 130 трасс для гонок, начиная от реальных трасс, таких как Индианаполис Мотор Спидвей, и заканчивая уличными трассами в различных городах, таких как Сан-Франциско, Париж, Лондон и Москва. Лондон показали в режиме гонки на электрокарах, а Москву в гонке на выбывание. Electronic Arts обещают добавить в игру более 100 транспортных средств, включая туристические автомобили, полуприцепы, автомобили с открытыми колесами, тюнинг, стадионные грузовики, дрифт-авто и электромобили, чтобы соревноваться в овалах арены, на уличных трассах и в гонках по бездорожью. Все автомобили поделены на 9 категорий, которые в свою очередь разветвлены на дополнительные подкатегории, названные классами. Эти классы также доступны в 3 вариантах сложности: новичок, полупрофессионал и профи. Они открываются по мере продвижения в режиме карьеры. Помимо ранее названных в игре будут автомобили класса специальный заказ, уникальный класс тачек. Подтвержденное авто в игре можно увидеть на странице игры на сайте Electronic Arts. Да, показали еще не все, чтобы подогреть интерес, но в списке есть интересные экземпляры, а помеченные звездочкой не существуют в реальности. Большинство автомобилей выдаются игрокам по завершении этапов карьеры, а некоторые особо ценные можно будет приобрести только за внутриигровую валюту. За использование того или иного автомобиля нам зачисляется пробег, и чем он больше, тем больше улучшений вы сможете открыть для данного авто, а затем эти улучшения можно купить за внутриигровую валюту. В сетевых и пользовательских гонках можно будет одолжить любой автомобиль, которого у вас нет. Также мы сможем участвовать в гонках на любом автомобиле, хотя награда за завершение гонки в таком случае будет ниже. Также стоит отметить, что в игре будет конструктор трасс. В нем можно будет выставить авто любого класса или даже сделать смешанную гонку, а затем создать трассу и поделиться ею с миром. Опять же, возвращаясь к геймплею, на нем показали нечто похожее, как по Англии ездит грузовик против жуков. Помимо этого, игра поддерживает кроссплей, то есть люди, играющие на ПК, и люди, играющие на консолях, смогут посоревноваться в сетевом режиме против друг друга. В сетевой сессии смогут играть не более 21 человека. Сюжет вдохновлен документальным сериалом от Netflix. Codemasters ранее пытались сделать что-то похожее в F1 2021 и назвали сюжетный режим там точкой торможения. Однако в Grid Legends сюжет, как утверждается, гораздо более ориентирован на повествование, и ожидается, что ряд профессиональных актеров будут озвучивать разных персонажей в игре. К слову, Натан Маккейн, который был основным драйвером на протяжении всей серии, будет виден и услышан. А сам сюжет завязан на том, что игрок — талантливый новичок из команды Сенека. Благодаря съемке, которую ведет команда, становится понятно, что одним талантом гонщика сыт не будешь, и наши соперники иногда будут вести себя не очень культурно по отношению к нам. Codemasters уверяют, что это будет самый масштабный карьерный режим в истории Grid. Будем надеяться на это и на то, что сюжетный режим будет хоть немного, но интересным. К слову, о геймплее, который показали недавно во время гонки на электрокаре, я заметил, что будут некие пауэрапы, которые будут ускорять автомобиль. При покупке Deluxe издания игрок получит 4 пака с новыми сюжетными заданиями, баннеры для своего профиля, 2 машины команды Volts, новой команды в серии, и пропуск механика, который позволит быстрее открыть улучшения для машин. За предзаказ вы получите 6 машин и также баннеры для профиля. Помимо этого, на сайте вы можете купить так называемую двойную версию игры. Это значит, что вам не придется покупать Legends дважды, чтобы улучшить версию PlayStation 4 до PlayStation 5 или Xbox One до Xbox Series. То есть вы купили одну игру и сразу на 2 платформы. Если у вас там PlayStation 4, то вы можете играть и на PlayStation 5. Я объяснил, надеюсь, понятно. Кстати, помимо этого, я увидел, что в Steam написано, что русский язык не поддерживается вообще, то есть ни озвучки, ни какого-нибудь интерфейса не подвезут. Я очень надеюсь, что умельцы сделают русификатор, а так это меня очень расстраивает. В магазине Steam предзаказ стандартной версии стоит 3500 рублей, Deluxe 4,5. На консоли PlayStation 4900 за стандарт и 6800 за Deluxe. На Xbox версию 60 баксов за стандарт и 80 за Deluxe. Игра выходит 24 февраля 2022 года. Цены просто бешеные. Я надеюсь, это будет хоть как-то оправдано. Я переживаю за физику игры, ибо мне не особо нравилась физика в Grid 2019 года. Я очень хочу, чтобы это было больше похоже на автоспорт или что-то приближенное к первой части. Да, я понимаю, что первая часть устарела, но она была довольно крутая. Физика была чем-то средним между аркадой и симуляцией, хотя многие на самом деле хейтят слово симуляция по отношению к первому Grid. Также я очень надеюсь на повреждения, уж то-что, а это было круто реализовано когда-то, хотя вероятность этого крайне мала из-за автоконцернов. Помимо этого, я также хочу, чтобы интеллект ботов подправили. Не знаю, как вам, но в 19-м Grid'е боты были довольно туповаты. Однако мне действительно не хватало полноценного сюжета в Grid, и если он будет реализован на уровне, хотя бы каком-нибудь, то это будет круто. А пока мы имеем лишь это, и рано говорить. Предзаказывать я пока не хочу, да и за такие деньги. Скорее всего, возьму как-нибудь по скидке,
или если издатель зашлет, хе-хе. Может быть в дальнейшем, а так всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Напишите, что вы думаете о новом Grid Legends.